Добро пожаловать в волшебный мир московские гуппи. Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю аквариальную московские гуппи. Друзья, тема этого ролика – ответы на вопросы наших покупателей. Дело в том, что большинство любителей гуппи задают нам чаще всего одни и те же вопросы. И видя это, мы решили собрать все эти вопросы воедино и ответить на них в одном ролике. Что я сейчас и сделаю. Думаем, что многим из вас эти вопросы и ответы на них будут интересны. Итак, начнем. И первый блок – это вопросы общего характера. Вопрос первый. Вы продаете гуппи своего собственного разведения или привозных? Мы продаем только гуппи, которые разводим сами в своей аквариальной. Привозной рыбкой мы не занимаемся и не продаем. На данный момент мы стараемся содержать и поддерживать чистые линии 16 пород гуппи. И еще мы занимаемся только гуппи, других рыбок мы не содержим и не разводим. Вопрос номер 2. Где можно посмотреть ваш ассортимент гуппи, чтобы узнать цены и что сейчас есть в наличии? Наш ассортимент гуппи, а также живого и сухого корма вы можете посмотреть на сайте moscovguppy.ru. В группе ВКонтакте «Московские гуппи». Ссылки на эти ресурсы даны в описании к этому ролику. Обращаем ваше внимание, что на нашем сайте moscovguppy.ru реализован новостной блог, из которого вы можете узнать актуальную информацию по наличию рыбы, а также по проведению наших акций, ближайших отправок в регионы и другие полезные для покупателей материалы. Поэтому вы можете не смотреть весь каталог наших гуппи, а сразу выбрать из того, что есть в наличии в данный момент времени. Друзья, в этом ролике я буду часто ссылаться на наш сайт, но не потому, что хочу сделать ему рекламу, а просто потому, что информация конкретного характера, например, по ценам, стоимости доставки в регионы, наличию тех или иных пород гуппи, акциям и так далее, она по истечению определенного времени перестает быть актуальной. И таким образом те зрители, которые будут смотреть этот ролик через месяц или через год, могут оказаться введенными в заблуждение. А наш сайт мы стараемся регулярно обновлять, и всю актуальную информацию по интересующим вас вопросам коммерческого характера вы можете посмотреть там. Следующий вопрос у нас. Где можно посмотреть... это я вам прочитал, извините. У вас на сайте указано, что вы продаете гуппи для селекционного разведения и для домашнего аквариума. Чем же они различаются? Можете объяснить? Друзья, это мой любимый вопрос. 1000 раз я на него уже отвечал. Итак, самцы для домашнего аквариумов это тоже чистые линии, но качество похуже. А именно, покрашены не полностью, развал хвоста меньше, с поздних меток, не сортированы и так далее. Также к этой категории относятся самцы из промежуточных крестов, то есть с незакрепленными признаками. Самки, качество для домашнего аквариума, тоже чистых линий, но проживали в общем аквариуме с самцами разных пород и линий, без сортировки. Каких мальков дадут в потомстве эти самки, мы не знаем. К таким же самкам относятся и крестовые самки, то есть с незакрепленными признаками. Ну и, конечно, исходя из всего вышесказанного, гуппи для домашнего аквариума в 3, даже в 4 раза дешевле, чем гуппи для селекционного разведения. Вот это еще одно отличие. Следующий вопрос. Прежде чем покупать селекционные гуппи, где и как можно их посмотреть? Селекционные гуппи можно посмотреть в видеороликах на наших каналах в Ютубе, Рутубе, в группе ВКонтакте и на сайте moscovguppy.ru. Кроме того,
Прежде чем продавать селекционные гуппи, мы обязательно предоставляем нашим покупателям актуальное видео с указанием даты и имени человека, для которого снимается это видео. Это делается для того, чтобы человек не покупал кота в мешке. Вот вам пример такого ролика. И вот, мальчики, Sky Blue, это без света, я без фонаря снимаю. То есть, смотрите, вообще никакого освещения нету. Ну, потому что говорят, что там рыбу красят, там освещение специальное и так далее. То есть нету вообще нигде никакого освещения. И вот я сейчас фонарь включу. Ну, на телефоне, соответственно. Я вам их выловила, чтобы именно показать, что освещения вообще нету и как рыба смотрится при этом. Вот выключила фонарь опять. То есть это вообще без освещения они такие. Вот такие красотулечки перламутровые. Идем дальше. Где можно купить гуппи для домашнего аквариума? Гуппи для домашнего аквариума можно посмотреть и приобрести на нашей точке птичьего рынка в городе Москве в субботу и воскресенье. Но обязательно предварительно нужно звонить и уточнять, будем ли мы в этот день на птичке и какие есть в наличии рыбки. Мы стараемся предварительно давать на своих информационных площадках такого рода информацию, но иногда этого не делаем. Поэтому, если вы целенаправленно едете на птичку за нашими рыбками, то предварительно всегда звоните. Если вы по каким-либо причинам не можете приехать на Московский птичий рынок, то вы можете заказать и купить гуппи для домашнего аквариума с доставкой к вашей станции метро, если вы из Москвы, или мы поможем вам организовать доставку в ваш город, если вы проживаете в другом регионе России. Какие условия и минимальную сумму заказа вы можете узнать на нашем сайте moscowguppy.ru. Так, вопрос номер 6. Вы продаете самок чистых линий для селекции только виргинных, или у вас есть еще на продажу заряженные, то есть беременные самки? Ну, и так, и так. Иногда бывает, что у нас есть выбор. То есть мы предлагаем покупателю на выбор виргинных или беременных самок. Все индивидуально и зависит от текущей ситуации на нашей аквариальной. Но чаще всего все же мы предлагаем виргинных девственных самок. Но, например, если у нас есть заказ с доставкой в другой город, и покупатель хочет купить беременных самок, но если мы видим, что эти самки находятся на позднем сроке беременности, то мы рекомендуем покупателю подумать, стоит ли так рисковать и подвергать рыбку такому стрессу, который может отрицательно повлиять на здоровье как самой самки, так и ее потомства. Так, вопрос номер 7. В каком возрасте вы продаете ваших гуппи и можно ли у вас купить мальков? Ну, мы предлагаем на продажу гуппи для селекции в возрасте от 2,5 месяца, но не старше 5 месяцев. Мальков мы не продаем. Дальше идем. Какое соотношение самцов и самок вы рекомендуете держать в домашнем аквариуме? Если это гуппи для домашнего аквариума, то мы рекомендуем любителю аквариумистики исходить из того, что на одну гуппи должно приходиться не менее 2 литров воды, при условии, что в аквариуме установлен аэратор и есть механическая и биологическая фильтрация. Так как мы занимаемся в большей степени вуалевыми гуппи и зная особенности их поведения в зрелом возрасте, то наша рекомендация обычно сводится к тому, чтобы самцов было больше, чем самок. Ну, например, 2 самца на 1 самку, 3 самца на 2 самки, 5 самцов на 3 самки, 10 самцов на 6 самок, ну и так далее.
Это что касается самцов и самок, качества для домашнего аквариума. А вот следующий вопрос уже касается гуппи для селекции. В каком соотношении селекционных самцов и самок вы рекомендуете приобретать ваших гуппи? Ответ, и при этом довольно-таки развернутый, мы уже давали в нашем ролике, который называется «Сколько пар гуппи нужно содержать и почему?». Ссылка на него тоже дана в описании к этому ролику. А если коротко, то мы рекомендуем покупать равное количество самцов и самок для селекционной работы. Оптимальным при этом мы считаем покупку 5 пар гуппи одной линии. Почему так? Ну, например, если мы покупаем 3 пары гуппи для себя, и из 3 самок рожает 2, это уже хороший результат. Так что, когда люди покупают по одной паре 3 породы гуппи, я им, например, всегда говорю, что лучше купить 3 пары одной породы гуппи, чем 3 породы по одной паре. Риски большие. Единственная самка может не родить, самец ее может не оплодотворить. В конце концов, это же рыбки. Они могут заболеть, просто внезапно умереть от перекорма или выпрыгнуть из аквариума. Да мало ли, а рыбка дорогая. Следующий вопрос. Почему вы не продаете селекционных самцов без самок? Мы продаем селекционных самцов без самок, если есть их излишки. Но чаще всего такого нет. Мы при отборе стараемся выбрать равное количество самцов и самок для селекционной работы. Поэтому излишков таких самцов у нас практически не бывает. Следующий вопрос. Почему порой приходится долго ждать, когда у вас в продаже появится та или иная порода гуппи? Ситуации могут быть разные, но чаще всего это просто потому, что они еще растут. Еще бывают случаи, когда мы обновляем породу. И на такое обновление уходят порой месяцы работы. Методы обновления линий гуппи бывают разные. Самые простые и короткие – это перекрестное межлинейное скрещивание в рамках одной породы. А может еще быть и межпородное скрещивание для обновления крови. И вот такой процесс может продолжаться 1,5–2 года. Так, идем дальше. Отправляете ли вы ваших рыбок в регионы и на каких условиях? Да, конечно. Мы либо сами организуем доставку в регионы, либо помогаем это сделать нашим покупателям. Способы и транспорт для перевозки всегда разные, в зависимости от ситуации и направления, куда едет рыбка. В регионы мы отправляем как селекционных гуппи, так и качество для домашнего аквариума. Условия и минимальная сумма заказа для такой работы можно посмотреть на нашем сайте moscowguppy.ru. Следующий вопрос. Сколько времени в пути могут находиться ваши гуппи? Для транспортировки наших рыбок в регионы мы делаем специальные термоконтейнеры из теплоизоляционных материалов, пеностирола и пенофола. Сами пакеты мы делаем двойные и закачиваем в них кислород. При этом мы стараемся в один пакет сажать не более 5 рыбок. Обязательным условием для транспортировки является перевозка в теплом салоне автомобиля, автобуса или купе поезда. И таким образом наши рыбки спокойно могут переносить путешествие длиной в 4–5 раз в суток. Вот вам пример, как мы упакуем рыбку в пакет для нашего покупателя из другого города. Владимир, здравствуйте, добрый день. Предоставляем вам видео по отправке вашего заказа. Пожалуйста, перед вами термокороб, утепленный, пакеты двойные, заправленные кислородом. Руслан, доставай, пожалуйста. Девочки 4 штучки. Я их кормила только вчера утром. Ставь. Девочки виргидные, старше мальчиков на 2 недели.
И вот мальчики, плохо видно, потому что пакеты все же мутные. Но так все хвостики целые, рыбка совсем молоденькая. Спасибо вам большое за заказ. Всего доброго, до свидания, Руславстан. Поставьте, пожалуйста. Знаете, тут я всегда вспоминаю одну историю. Один раз у нашего покупателя из Казахстана, который сам приехал в Москву за нашими рыбками, и мы ему все упаковали, так как я вам только что рассказал. Так вот, он надеялся быть в пути 3 суток. Но так как события происходили в период ковидных ограничений, то он попал под закрытие прямого сообщения между Россией и Казахстаном. И ему пришлось добираться окольными путями в течение 10 дней. И рыбки, за исключением одной, все выжили. Вот такая удивительная история была. Друзья, у нас теперь следующий блок вопросов по темам аквариум, вода, оборудование. И начнем мы со следующего вопроса. Какие размеры домашнего аквариума для содержания гуппи вы считаете оптимальными? Ну, как я уже выше говорил, все зависит от количества рыбок, которые вы хотите содержать в этом аквариуме. Напомню, что на одну рыбку, при условии, что в аквариуме есть аэрация и фильтрация, необходимо не менее 2 литров воды. Самое главное, чтобы аквариум не был высоким, какие бы размеры у него не были. Оптимальная высота столба воды в аквариуме с гуппи должна быть 28-35 сантиметров. Это обусловлено тем, что в природе гуппи предпочитает отмели и береговую линию. А по конфигурации лучше всего подойдет форма прямоугольника с соотношением сторон длина к ширине 2 к 1. Следующий вопрос. Какие параметры вашей воды и добавляете ли вы в нее соль? Основные параметры нашей воды для аквариумов следующие. Постоянная жесткость GH 9-10 градусов, кислотность pH 8,0, температура воды 24-26 градусов, нитраты 5-10 единиц и нитриты и аммиак по нулям. Воду мы не солим. Дальше идем. У вас рыбки растут на протоке? Нет, у нас нет протоки. Все наши аквариумы замкнуты и имеют собственную индивидуальную систему фильтрации и замены воды. Так, дальше, значит. Можно ли держать гуппи в воде из осмоса? Тут без проведения реминерализации такой воды мы не рекомендуем этого делать. Постоянная жесткость воды для гуппи, по нашему мнению, должна быть не менее 6 немецких градусов, а кислотность pH не менее 6,5 единиц. Если вы сможете поднять параметры осмической воды до этих показателей, то это будет вполне приемлемо. Дальше идем. Какие параметры воды вы считаете оптимальными для содержания веерохвостных гуппи? Частично я уже дал ответ в предыдущем вопросе, но здесь добавлю. По нашему мнению, оптимальная температура воды для содержания гуппи 24-26 градусов. Постоянная жесткость GH от 6 до 15 немецких градусов. Показатели карбонатной жесткости не особенно важны для гуппи. Кислотность воды должна быть, с нашей точки зрения, в пределах 6,5-8,0 единиц. Аммиак и нитраты, точнее аммиак и нитриты должны быть по нулям, а содержание нитратов не должно превышать 10 единиц. Так, дальше. Как часто и в каких объемах вы рекомендуете менять воду в аквариуме с гуппи? В аквариуме с взрослыми рыбками мы рекомендуем делать подмену воды 2 раза в неделю с сифонкой грунта, если у вас таковой имеется. Каждый раз мы рекомендуем менять 20% воды. У мальков до месячного возраста подмену воды необходимо производить
каждый день с подменой 1/3 объема воды. Так, следующий вопрос. Как правильно подготавливать воду для подмены в аквариуме? Ну, свежую воду в аквариум необходимо добавлять отстоявшуюся с температурой воды не меньше, чем в аквариуме. Холодную воду в аквариуме лить нельзя. Также мы рекомендуем добавлять в емкость для отстаивания воды специальные кондиционеры типа Water Clear, Water Stop, которые связывают содержащие в воде тяжелые металлы, хлор и другие вредные вещества. Какое оборудование необходимо установить в домашнем аквариуме с гуппи? Основной набор технических средств для аквариума с гуппи должен включать в себя наружный или внутренний фильтр, оптимальный для этого объема аквариума мощности с механической и биологической очисткой воды. Также необходим аэратор для насыщения воды кислородом, обогреватель для поддержания оптимальной температуры воды, термометр, источник освещения. С нашей точки зрения лучше всего для этого подходят светодиодные лампы. Это основной комплект. Все остальное, грунт, натуральные или искусственные растения, гроты и другие аксессуары, это все на усмотрение владельца аквариума. Так, у нас следующий вопрос. Какие растения приживаются в аквариуме с гуппи? Да, в принципе, любые. Главное при покупке живых растений обращать внимание, подойдут ли они к вашей воде, а не к вашим рыбкам. Для многих растений очень важным является показатель карбонатной жесткости, KH, и кислотности воды, pH. Поэтому, прежде чем покупать живые растения в аквариум, измерьте эти показатели в своей воде. Если же вы решили украсить свой аквариум искусственными растениями, то обратите внимание прежде всего на качество пластика или силикона, из которого они сделаны. Иногда бывает, что такие изделия, особенно дешевые, очень сильно фонят всякой химией. В результате ваши рыбки могут запросто отравиться. Помните об этом. Следующий вопрос, кстати, очень интересный. С какими рыбками уживаются гуппи, а с какими нет? У нас есть ролик, в котором мы очень подробно рассказываем, с кем живут и с кем не могут ужиться гуппи. Ссылку на этот ролик мы дадим в описании к этому ролику. А если коротко, то гуппи не живут с большинством видов цихлид. Ну, может, за исключением некоторых видов апистограмм. Также суматранские мшистые барбусы являются плохими соседями для гуппи. Если же вам все-таки нравятся барбусы, то есть, можно попробовать, по крайней мере, не такие агрессивные виды. Это, например, барбус Шуберта или вишневый вуалевый барбус. Тернеции тоже не самые лучшие соседи для гуппи. То же самое можно сказать о петушках, золотых рыбках и некоторых видах меченосцев. Самыми оптимальными соседями для гуппи являются мирные рыбки таких же или меньших размеров. Например, это могут быть неоны, кардиналы, тетры, данио, пицилии, конго, разборы. Большинство сомиков тоже довольно-таки спокойно живут в аквариуме с гуппи. Это могут быть, к примеру, анциструсы, которые, кстати, могут быть вдобавок еще хорошими уборщиками вашего аквариума. Также подойдут еще коридоросы. Теперь переходим к следующему блоку вопросов по теме селекционные гуппи. И первый вопрос по этой теме. Сколько аквариумов и каких необходимо иметь, чтобы можно было долго поддерживать одну породу гуппи? Понятие «долго» довольно-таки растяжимое. Время, в течение которого ваши гуппи определенной чистой линии не будут вырождаться, напрямую зависит от того, какой способ содержания гуппи вы используете. У нас также есть ролик, в котором мы подробно рассказали о так называемой генной вариативности при содержании гуппи.
которое напрямую влияет на ее качество и жизнеспособность. Ссылку на данный материал мы также оставим в описании к этому ролику. Но опять же, если коротко, то если у вас один аквариум, в котором живут, к примеру, 10 пар одной породы гуппи, то без вводного обновления этого семейства, кроме как естественного, путем смены поколений, такую линию можно удерживать как минимум 3 года, может и больше. Ну, тут все зависит от того, насколько изначально была крепкая и жизнеспособна эта линия. А если у вас 24 аквариума, и вы ведете перекрестное скрещивание 3 линий одной породы гуппи, то вы сможете поддерживать в хорошем состоянии эту породу лет 5, а может и больше. Так, дальше идем. Как часто нужно обновлять приобретаемую у вас породу или породы гуппи? Ну, вы знаете, надеюсь, я только что ответил на этот вопрос. Еще раз советую вам внимательно послушать все то, что я говорю в ролике, сколько пар гуппи нужно для разведения чистой линии и почему. Ссылка в описании. Вот еще, кстати, частый вопрос. Как можно понять, что самочки скоро будут рожать, и нужно ли их забирать на метку из общего аквариума? Большинство самок, когда они беременны, становятся толще. Это видно невооруженным взглядом. У них увеличивается в размерах родовое пятно. Если это черноглазые гуппи, то это пятно чернеет. Если же это альбиносы, то оно становится ярко-красным. При этом у альбиносов, если внимательно приглядеться к этому пятну, то можно увидеть янтарные глазки мальков. Кроме того, если на беременную самку смотреть сбоку, то можно заметить значительную объемность ее живота и припухлость в районе родового отверстия. Это явный признак, что самке скоро рожать. В таком случае мы рекомендуем самку забирать из общего аквариума в так называемый аквариум-метник. В противном случае есть большая вероятность, что новорожденные мальки будут съедены либо самой самкой, либо ее семейством. Большие и густые заросли растений в общем аквариуме могут помочь спасти часть потомства, но не всем. Так, дальше идем. Через какое время после первой метки самка снова будет рожать? Вы знаете, четкого периода повторной метки после предыдущих родов нет. Ну, принято считать, что это 30 дней, но это не факт. Мы, например, когда видим, что самка снова беременна, отсчитываем 24 дня от предыдущих родов и отсаживаем ее в этот день в аквариум-метник, где она будет находиться до родов. Вот этот период иногда может длиться до 10 дней. Дальше. Какие размеры должны быть у аквариума-метника и как можно его обустроить? Я так понял, что это вопрос о метнике, аквариуме для мальков, для родов, я бы так сказал. Вот так вот, с нашей точки зрения, аквариум-метник должен иметь объем 10-12 литров и размерами 22 сантиметра по ширине и длине, то есть кубик, и высотой 24 сантиметра. В метник нужно установить градусник, аэролифт и обогреватель для поддержания постоянной температуры. В принципе все. В период непосредственно родов в аквариум устанавливается специальная сеточка или приспособление, куда пересаживается самка, чтобы мальки сквозь ячейки в этой сетке или прорези могли убежать от своей мамаши. Также рекомендуем вам, если вы боитесь, что пропустите роды, заполнить метник свободно плавающими растениями, такими как роголистник, перистолистник или наяз. У нас это наяз. Так, дальше вопрос. Допустимо ли иметь проброс в чистых линиях гуппи? Да, такое допускается, но, как правило, таких гуппи должно быть не более 10% в одной метке.
Но есть такие породы гуппи, например, как голубая трава, в потомстве которой, кроме допустимых голубой и розовой формы окраса, есть еще некоторое количество гуппи гладких синих с отсутствием какого-либо рисунка на хвостовом плавнике. И выходит, что у многих разводчиков гуппи этой породы в потомстве проброс такого рода достигает половины всей метки. И при этом эти разводчики гуппи считают, что у них чистая линия. Но я не буду комментировать этот факт, просто рассказываю вам что такое тоже имеет место быть. Так, и, наконец, два последних вопроса. Чем вы кормите ваших рыбок и какой рацион питания вы рекомендуете? Рацион питания наших рыбок состоит из сухих и живых кормов. Сухие корма мы периодически меняем по причине того, что некоторые корма уже не купить, а качество других ухудшилось. Сейчас мы из сухих кормов предпочитаем корм в хлопьях Tetra Guppy Color Flakers и сухой корм в микрогранулах Hikari Fancy Guppy. В качестве живого корма у нас есть инкубированный рачок Артемии, Аулофорус, домашний трубочник Изя, и гриндальский червь. Этого нам достаточно. Взрослую рыбу мы кормим 2 раза в день. Утром и вечером. 1 раз даем живой корм, 1 раз сухой. И чередуем их. Мальков мы кормим 3 раза в день до месячного возраста и только живой артемией. Вот тоже такой сложный довольно-таки вопрос. Ну, он такой, требует более объемного ответа. Ну, значит так, какие лекарства вы рекомендуете иметь в аптечке аквариумиста? Ну, друзья, тема лечения гуппи, как я понял, для многих является очень интересной и актуальной. Поэтому, если коротко, то в аптечке аквариумиста, который содержит живороедящих рыбок, не только гуппи, это могут быть мицелии, меченосцы, малинезии и так далее, с нашей точки зрения должны быть следующие лекарства и средства от бактериальных и протозойных болезней. Это трипофламин ультра, фармамед, малахитовый зеленый и обыкновенная соль. Еще желательно иметь в этой аптечке средства от жаберных сосальщиков и гельминтов. Но, к сожалению, сейчас специализированных лекарств для аквариумных рыбок от сосальщиков и гельминтов стало трудно достать. А если вы их и найдете, то по очень высоким ценам. Поэтому о том, как применять перечисленные мной лекарства и чем можно заменить дефицитные и дорогущие средства от сосальщиков и гельминтов, мы расскажем в отдельном ролике, который мы, как я надеюсь, скоро запишем. Ну, друзья, у меня больше вопросов нету. И я считаю, что мы ответили на все вопросы, самые популярные, самые часто задаваемые вопросы наших покупателей. Если после этого ролика мы увидим, что и у вас, наших зрителей или читателей, тоже есть свои вопросы, их достаточное количество, то в этом случае мы запишем еще один ролик, который уже будет называться «Ответы на вопросы наших зрителей и читателей». Поэтому задавайте свои вопросы, и мы вам тоже постараемся ответить. А на сегодня у нас все. Всего вам доброго и до новых встреч. Если вам было интересно и вы хотите узнать больше о волшебном мире гуппи, рекомендуем вам посетить наш сайт moscowguppy.ru.